Каждое утро Моника Беллуччи делает одну вещь, от которой большинство людей морщится и отказывается. Она обливается холодной водой. А вот вечером она наносит на лицо обычное масло, и не потому, что не может позволить себе дорогую антивозрастную сыворотку. Причина совсем другая. Сегодня Монике Беллуччи 61 год, и чем старше она становится, тем очевиднее одна вещь. Она не изнуряет себя тренировками, не живет на соковых диетах и не пытается превратить лицо в неподвижную маску. Но что именно она делает? Давайте разберем это шаг за шагом. Шаг первый – уход за кожей. Повседневный уход Моники удивительно прост. Очищение кожи, легкий крем и блеск для губ. Вечером снова очищение и увлажнение. Иногда вместо сложного набора косметики она наносит на лицо немного миндального, рисового или оливкового масла. Она считает, что чувствительную кожу нельзя бесконечно атаковать кислотами, скрабами, ретинолом и десятками активных компонентов одновременно. Вот почему она избегает агрессивной химии. Если после ухода лицо краснеет, шелушится и горит, возможно, коже требуется не еще одна сыворотка, а более простая система. Например, массаж лица для кровообращения и тонуса. Каждое утро, еще до кофе или до макияжа, она обливается холодной водой. Не контрастный душ для бодрости, не разовый вызов себе, а ежедневный обязательный принцип. Часть того, что она называет балансом тела и духа. После обливания лосьон для тела с легкой текстурой. Сам подход Моники можно сформулировать так. Сначала сохранить кожу спокойной и здоровой, а уже потом пытаться ее улучшить. В одном из интервью Моника Беллуччи рассказала, что практикует акупунктуру на лице, чтобы стимулировать выработку коллагена. Вместе с ней она использует массаж лица. Шаг второй – сон и вода. Моника старается раньше ложиться спать и пить достаточно воды. Она говорит, что может заснуть за 30 секунд, когда спокойно. Засыпание меньше, чем за 1-2 минуты, говорит об отличном тонусе парасимпатической нервной системы восстановления организма. Это показатель биологического возраста. По ее наблюдениям, после нормального сна кожа выглядит более расслабленной, а глаза меньше отекают. Она не называет точного количества часов сна, но сон она прямо называет одной из важнейших частей своего ухода. Это тот секрет, который многие игнорируют. Человек может покупать дорогие патчи и охлаждающие маски, но регулярно не высыпаться. В таком случае косметика пытается скрыть последствия образа жизни, который остается прежним. К сведению, Моника спит на одной мягкой подушке. Одна низкая подушка равно меньше компрессии и складок на лице. Также она предпочитает пижамы из хлопка и шелка. Вода – отдельный пункт. Она пьет ее в течение всего дня для увлажнения кожи. Шаг третий – питание. Монике часто приписывают идеальное средиземноморское меню – авокадо, орехи, нежирный белок и строго рассчитанные порции. Проблема в том, что большая часть этих подробностей не подтверждена ее словами. Сама Беллуччи описывала свой рацион намного проще. Она ест овощи, рыба, мясо и пасту. Иногда ограничивает себя перед работой, но признается, что любит есть и не хочет постоянно жить в режиме жертвы. Она не скрывает любви к пасте и не изображает человека, который каждое утро начинает с зеленого сока. Ее принцип – не превращать питание в войну с собственным телом. Это не означает, что можно есть без ограничений. К примеру, Моника категорически избегает сахар и фастфуд, но вместо полного запрета любимых продуктов она выбирает умеренность. И еще один интересный момент. Моника намеренно назначает рабочие встречи во время обеда в кафе. Это не просто итальянская традиция, это способ не есть в одиночестве и в спешке. Осознанный прием пищи в социальной обстановке снижает кортизол и уменьшает переедание. Шаг четвертый – движение. В период своей самой известной формы Моника называла плавание главным секретом подтянутого тела. 45 минут 4 раза в неделю. Плавание уникально тем, что одновременно тренирует дыхание, осанку и дает антистрессовый эффект, без нагрузки на суставы. После рождения второй дочери она начала выполнять легкие тренировки с тренером.
Моника избегает бега, потому что считает его неподходящим для своих суставов. Из более активных вариантов в ее арсенале были кардио, кикбоксинг и даже капоэйра. Практически смысл ее подхода – выбрать движение, которое не хочется бросить через 2 недели. Это может быть пилатес, ходьба, плавание, велосипед или спокойная силовая тренировка. Шаг 5 – стресс. Моника любит просто спокойно посидеть, подумать и сосредоточиться на дыхании. Это не пассивный отдых, это протокол снижения кортизола. 5-10 минут осознанного дыхания снижают уровень стрессового гормона измеримо. Иногда она делает массаж. Перед сном старается поговорить с дочерьми, потому что вечером можно спокойно обсудить глубокие и важные темы. А еще у нее есть простой переход от напряженного дня к отдыху. Несколько минут без телефона. Сама Белуччи связывает красоту с внутренним состоянием. По ее мнению, человек выглядит привлекательнее, когда в его жизни есть хорошая энергия, важные отношения и ощущение смысла. Шаг 6 – волосы. Моника рассказывала, что на сильном солнце закрывает голову. Это защищает ее от перегрева, а волосы от прямого воздействия солнечных лучей. После дня на пляже она обязательно использует очищающий шампунь, чтобы убрать с волос и кожи головы остатки соли, средств и загрязнений. Поэтому самая доступная привычка Белуччи – шляпа или платок на солнце и тщательное очищение после моря. Фен почти не использует, сушит волосы естественным путем. Шаг 7 – пластика. Большинство актрис пытается скрыть морщины вокруг глаз. Моника однажды сказала прямо противоположное. Без морщин вокруг глаз я выглядела бы фальшиво. Моника Белуччи неоднократно говорила, что не проходила косметических процедур и предпочитает морщины пластиковому лицу. И недавно она снова повторяла, что выбирает морщины, а не искусственно измененное лицо. Не знаю, верить ее словам или нет, но мы опираемся на ее публичную позицию в конкретных интервью. А что вы думаете? Оставьте комментарий. Шаг 8. Мышление. Моника однажды уточнила. Она не считает, что стала красивее с возрастом. Она сказала другое. С возрастом ей стало лучше быть собой. Она встречала женщин 60 и 70 лет, которые казались ей красивыми благодаря глубине, характеру и прожитой жизни. Моника никогда не была худой в модельном понимании этого слова и сама называет себя женщиной с формами. Это ее природа, и она ее не переделывает. Красота молодости во многом дается человеку от рождения. Зрелая красота создается годами. Поэтому Моника не пытается выглядеть 20-летней. Она старается оставаться собой, только более спокойной, опытной и уверенной версией себя. И, возможно, именно поэтому возраст не отнимает у нее привлекательность. Он делает ее другой. Многие женщины с возрастом начинают выбирать одежду только по одному принципу – что она может скрыть. Моника поступает иначе. Она по-прежнему любит каблуки, красивое декольте и даже прозрачное кружево. Но это не попытка одеться, как 20-летняя девушка. Она сохраняет те элементы, которые всегда были частью ее характера. В этом и заключается полезная идея. Зрелый стиль не обязан делать женщину незаметной. Не обязательно показывать больше тела. Важно не отказываться от женственности только из-за цифры в паспорте. В интервью British Vogue она объясняла, что социальные сети почти уничтожили дистанцию между знаменитостью и зрителем, но сама предпочитает сохранять вокруг себя немного тайны. И это тоже часть привлекательности. Когда человек показывает каждую тренировку, каждую процедуру и каждую минуту жизни, интерес постепенно исчезает. Моника оставляет часть себя недоступной. Иногда секрет магнетизма заключается не в том, что женщина показывает, а в том, что она решает не показывать. Итак, Моника демонстрирует, что молодость и привлекательность 60+– это привычки, принятие себя, а не деньги. Это реальные повторяемые вещи, без секретных инъекций на миллион. А что вы думаете по этому поводу, не стесняйтесь оставить комментарий.